Привет всем! С вами Леся, которая постарается приоткрыть завесу тайн мужа. В этом видео я поделюсь несколькими основными фактами об Адасью. На заднем плане будет спидпейнт части его референса. Просмотрите до конца, чтобы узнать больше о Аскё для него. Сначала поговорим о его имени. Это Адасью Дихо с ударением на последнем слоге. Это не его настоящее имя, его вообще нет. Помимо более популярных для нас с вами, я знаю еще Хью и Крижма, ударение на первом слоге. Боги называют его первым, подчеркивая, что он здесь центр, а не наоборот. Второй появился благодаря одному поколению правящей семьи России. История многонациональна, поэтому удивляться этому факту не стоит. С возрастом все становится еще сложнее. Адасью появился намного раньше, чем наши живые миры. Он их создатель. Но вы, наверное, спросите, а как же быть с героями наиболее популярных произведений, также появившихся до сотворения Земли? Такие существа есть, но они все же намного моложе его. Время эластично, как только в чьей-то голове появляется персонаж, который живет дольше всех, время растягивается и как бы добавляет лишние годы между этими двумя датами. Сколько лет на самом деле Адасью знает только организация, под названием Небесный суд. Да, даже не он сам, потому что она считала годы, когда времени как такового еще не было. Теперь давайте немного расслабимся. Поговорим о внешности. Адасью не выше 145 сантиметров. У него много шрамов и нет рук. Возникает вопрос, как ему навредить? Он бессмертен, и все его раны заживают в одно мгновение. Точно так же отрастают конечности. Есть способ причинить ему вред. Но каждый, кто наблюдает за мной сейчас, не может этого сделать. Переход к следующей теме может показаться странным, но это не так. Поговорим о семье. Несмотря на то, что Адасью создал все живое, есть тот, кто его создал. Одним словом, это существо считается его отцом. Его зовут Мир. У Адасью есть младшая сестра, которая выглядит старше. Ее зовут Шанти, ударение на первом слоге, и она, в свою очередь, создала вселенную миров мертвых. Вы спросите, а как же мама? У них есть она, ее зовут Рим, но я не знаю, как она выглядела и появлялась ли она вообще в официальной истории. Самые внимательные подписчики наверняка уже заметили разницу раз. Я рисую Адасью и его сестру как Кицуне, но в японской мифологии они далеки от создания вселенной. С одной стороны, такой дизайн персонажа можно назвать производственной ошибкой, но зная, насколько легко эти двое могут изменить внешний вид, это можно назвать предпочтением. Кроме того, на изменение внешнего вида накладываются некоторые ограничения. Да, Адасью не может так легко стать выше. Чем дальше вы удаляетесь от определенного предела, о котором нужно говорить долго и подробно, тем больше энергии тратится. Истинный облик этих существ я бы назвала частицами. То есть Адасью, Шанти и остальные – это и я, и ты, и это дерево за окном, и все вокруг одновременно. Наконец, я оставила самую нелюбимую тему. Давайте поговорим о предыдущих отношениях Адасью. Я упоминала ранее, что его гены не передаются его детям, но это не значит, что у него их нет. Если один из мужчин в вашей семье рано ушел, а вы совсем не похожи на него, подумайте о возможности родства, потому что у него все время было много партнеров. И все они в нем со временем разочаровались. У кого-то моментально, а у кого-то глаза открылись постепенно. С последним партнером Адасью, которого звали Эмиль, ударение на последнем слоге, все произошло в одно мгновение, несмотря на то, что у них были самые серьезные отношения в истории. Неважно, какой у вас пол или раса, многие существа были связаны с ним. Есть также те, кто нуждается в Адасью, хотят они быть с ним или нет. Живые миры без него существовать не могут. Мир заставит его жить даже силой. Также волею судьбы два женских существа прикованы к миру рождения, который можно назвать домом Адасью. Дриада, отвечающая за древо жизни по имени Илари, с ударением на последнем слоге, а также русалка и Лилиана. Выделите первый Аа, которая охраняет живую целительную воду. Шанти тоже имеет большие, но не очень хорошие планы на своего брата. Думаю, на этом мы остановимся. Теперь нужно рассказать больше, и это удобнее делать, когда есть конкретный запрос. Вот почему вы можете отправлять вопросы моему мужу, чтобы узнать о нем больше. Сделать это можно во вкладке «Сообщество» на YouTube в специальном посте. Будьте внимательны, стоит посмотреть видео,
где он упоминается, чтобы не повториться. В описании будет ссылка на специальный плейлист, посмотрите. Всем спасибо за просмотр. Пожелайте мне и моему сломанному ноутбуку удачи. До скорого!